Мануэла Мендоса работала уборщицей в особняке на окраине Мехико, в престижном районе Паланка. Дом принадлежал Эрнесто Рамиресу, 31-летнему владельцу крупной технологической компании. С того дня, как она устроилась туда работать 3 месяца назад, хозяин почти не покидал главную спальню, бледный, измученный, постоянно кашляющий. Каждое утро она стучалась в дверь. «Доброе утро, сеньор Рамирес. Можно убрать?» «Да, но быстрее, сегодня особенно тяжело», — отвечал он хриплым голосом. Спальня всегда была наполнена тяжелым воздухом. Шторы закрыты, окно наглухо заперто. Эрнесто выглядел так, словно болезнь высасывала из него жизнь. Мануэла замечала, что дома пахнет влажностью, но особенно, именно в его комнате. Однажды, протирая пол у встроенного шкафа, она почувствовала резкий, затхлый запах. Под стеной скрывалось небольшое темное пятно, почти незаметное, но тревожное. Тем временем она заметила странность. В гостиной, кабинете или саду Эрнесто выглядел лучше. Лицо розовело, дыхание облегчалось. Но стоило ему провести ночь в спальне, болезнь возвращалась с пугающей силой. Сомнения мучили ее несколько дней, пока она не рассказала о находке сестре Беатрис, студентке-медсестре. «Ману, это может быть токсичная плесень. Она иногда действует медленнее, чем яд. Ты обязана ему сказать». На следующий день Мануэла, собравшись с духом, зашла в кабинет Эрнесто. «Сеньор, мне кажется, я знаю, почему вы болеете». Он удивился. От нее никогда не слышал ничего, кроме вежливых рабочих фраз. «Говори». Она рассказала ему о пятне, о запахе, о том, что его самочувствие зависит от того, где он в доме. Эрнесто сперва не поверил. Дом был обновлен всего 5 лет назад, но сомнение все же мелькнуло. Они поднялись в спальню, и когда он наклонился к стене за шкафом, серо-зеленый запах ударил в нос. «Как я мог это не заметить?» — прошептал он. На следующий день в дом приехали специалисты. Они разобрали часть стены и обнаружили источник проблемы. Старая протечка из ванной наверху вызвала развитие опасной стачебатрис чертарам, токсичной черной плесени, которая действительно могла вызвать все симптомы Эрнесто. «Если бы вы продолжали спать здесь, последствия могли бы стать необратимыми», — сказал техник. Эрнесто лишь посмотрел на Мануэлу. «Ты спасла мне жизнь». Пока шли двухнедельные работы по очистке и ремонту, он жил в другой комнате и впервые за полгода просыпался без кашля и боли. Его лицо словно ожило. Однажды утром он спустился в гостиную, где Мануэла убирала. «Знаешь, сегодня я впервые чувствую себя здоровым», — сказал он с легкой улыбкой. «Я рада за вас, сеньор», — ответила она. Он помолчал, потом добавил: «Ты сделала для меня больше, чем любой врач. Я хочу поблагодарить тебя не только словами. Хочу повысить тебе зарплату. И если захочешь учиться, я помогу». Мануэла онемела. Ей никогда не приходилось слышать таких слов. «Спасибо», — выдохнула она. С тех пор дом изменился. Окна открывались каждый день, воздух стал свежим, а сам Эрнесто — живым. Он перестал быть замкнутым, стал чаще разговаривать с Мануэлой, интересоваться ее жизнью. И хотя она просто выполняла свою работу, одно решение, принятое из совести, стало для него спасением. Иногда, думала Мануэла, правильные поступки не требуют смелости, только честности, а последствия могут изменить жизнь сразу двоих.